доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал обзоров крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись. Заглядывайте в плейлисты, выбирайте себе нужный плейлист, смотрите видео. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. А своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельные слова благодарности. Привет отдельный. Разные города, разные страны. Очень много комментариев. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Очень-очень приятно. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали, но просто другая палитра. Итак, ниточки называются Визель Rainbow Angora. Смотрите, кому интересно, вот такой цвет, интересно, переходящий из светлого в темно, там даже будет темно, видите, такой зеленый под цвет, может быть, это хаки, как его назвать, да? Подсказывайте в комментариях, как называется цвет. Номер цвета, смотрите, 0,3, состав, кто не знает, ниточек, 100 грамм, 550 метров, очень классный метраж. Состав 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Девчата, это не реклама, это просто я узнала недавно эту пряжу, я вам советую. У меня хорошие зрители, почему бы не посоветовать. Но в комментариях я прочитала, кто уже вязал с данной пряжей. В принципе, все девчонки довольны. Ребята, девчата и так далее. Итак, нам советует производитель, берите спицы. Но мы понимаем, да, что спицы, конечно, секционного окрашивания очень хорошо. Как бы именно в спицах ложится узорчик, да, то есть лицевая гладь и уже классный узорчик. Но мы тоже хотим попробовать крючком, почему бы нет. Сегодня попробуем крючком, но я возьму, конечно, не пятерку, не шестерку, я возьму троечку. Так? До этого мы вязали троечкой, ну, в принципе, как бы нормально. Помните, да? Если вы хотите узорчик поплотнее, берете крючок потоньше. Если хотите узорчик попышнее, да, такой более воздушный, берете крючок потолще. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания. Как бы нюансов много, да? Надо пробовать. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы. Ну, буквально в районе 30 петелек, да. Сегодня у нас получается ниточка потоньше, крючок потоньше. И мы с вами давайте наберем раппорт узорчика 8 петелек. И мы с вами, видите, упаковочка совсем-совсем новенькая. И мы с вами наберем, получается, 41 воздушную петельку. То есть 5 раппортов и одну петельку наберем, чтобы красиво узорчик закончился. Договорились? Так, ниточку можно брать из центра, ниточку можно брать с периферии. Мне сейчас попроще взять вам снаружи ниточку, а так вы можете на свое усмотрение, как вам удобнее. Будем смотреть, как будет переходить цвет. Давайте приступим. Итак, как всегда, набираем петельки. Для начала делаем петельку фиксации. И ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот наш будущий образец. Схемки у меня сегодня, к сожалению, нету. Узорчик я увидела воочию, поэтому я вам хочу его показать. Далее, смотрите, предлагаю сделать целый ряд вспомогательный, так скажем, столбиками с накидом, особенно для новичков, потому что узорчик будет содержать много воздушных петелек. Итак, что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отступаем, получается, 5-ю петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5. Накид, ныряем в 5-ю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это и есть столбик с накидом. И так мы с вами должны будем пройти по всем петелькам цепочки и провязать все петельки столбиками с накидом. Если вы набирали точно так же, как и я, 41 воздушную петельку, у вас должно получиться 41 столбик с накидом. Если вы набирали меньше или больше, просто у вас количество столбиков должно равняться количеству набранных петелек. Все, несложно. И не забывайте, да, что первые 3 петельки подъема, вот эти вот первые 3 петельки подъема, это тоже столбик с накидом. То есть смотрите, я сейчас сколько провязала столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Поняли, да? То есть мы считаем 3 петельки. Все, и вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю и уже показываю узорчик. Договорились? Давайте, у вас получится.
Итак, смотрите, вот мы провязали нашу дорожку, вспомогательный ряд. Теперь нам будет намного проще вязать наш узорчик. Итак, воздушная петелька, поворот, и сюда же ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите, пропускаем 3 столбика, смотрим за верхушки. Раз, два, три. В 4 ныряем и провязываем столбик с накидом. Ниточка мягусенькая, очень приятная. Раз, два, 2 столбика с накидом, воздушная петелька, и сюда же опять ныряем и провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз, два. Вот как бы такой вот веерочек. Далее опять 2 воздушные петельки, пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. И далее опять начинается повтор. Вот наш столбик без накида. Далее повторяем. 2 воздушные петельки, 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. В 4 провязываем столбик с накидом. Раз, столбик с накидом. Два, воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом. Раз, столбик с накидом. Два. То есть по итогу 4 столбика с накидом, да? И по центру воздушная петелька. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 ныряем и опять провязываем столбик без накида. Вот. Вот таким образом вы должны шагать до конца ряда. Ничего сложного, да? Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Итак, смотрите, вот наш ряд практически до конца довязали. Заканчиваем наш ряд. Когда провязали последний веерочек, да, пропускаем точно так же 3 столбика. Раз, два, три. И вот в эти 3 петельки подъема в самую верхнюю петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд закончен. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Это как бы имитация будет столбика. Поворот. А теперь мы будем работать вот с нашим вот этим вот веерочком. Первый столбик, второй столбик. Итак, накид. Берем первый столбик, окружаем сзади наперед. Вот таким вот образом. Столбик у нас находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем теперь по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это получается рельефный столбик, лицевой столбик с накидом. Понятно? Идем далее. Второй столбик мы провязываем просто обычным столбиком с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Ничего сложного. Далее мы с вами делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И помните, у нас между двумя нашими столбиками, да, вот так вот здесь вот была арочка из одной воздушной петельки. Так вот мы в эту арочку ныряем, смотрите, накид, нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке. Раз. Накид. Точно так же нырнули. Два. Накид 3, накид 4, накид 5, накид 6. И смотрите, провязываем все петельки, кроме последней. Провязываем вместе. Так, теперь у нас 2 петельки на крючке, и мы провязываем их 2 вместе петельки. Вот. У нас получается вот такой вот пышный столбик, он очень красивый. И чем больше вы сделаете накидов, чем больше петелек сделаете, тем будет он крупнее, мощнее, но скушает пряжу. Идем далее. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот наши последние 2 столбика. Раз, два от веерочка. Так вот мы первый столбик здесь провязываем, получается, обычным столбиком с накидом. А вот второй столбик мы провязываем точно так же рельефным лицевым столбиком с накидом. Вот таким вот образом взяли, окружили наш столбик, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Вот так вот мы провязали обычный веерочек. Вначале у нас рельефный лицевой столбик с накидом, обычный столбик с накидом, 2 воздушные петельки, вот такой вот пышный столбик, опять 2 воздушные петельки, обычный столбик с накидом и рельефный столбик с накидом. Понятно? И теперь сразу же перепрыгиваем, то есть мы воздушные петельки и столбик не трогаем, сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку. И точно так же. Первый столбик и последний столбик у нас будут рельефными, рельефными лицевыми. Провязали рельефным лицевым столбиком. Далее 2 средних вот этих вот столбика, они провязываются обычными столбиками с накидом. Раз, так. Делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И ныряем вот в эту нашу центральную арочку. 6 раз ныряем. Накид. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз. Пятый раз. Я 6 раз. Вы можете 7, 8, 10, можете 3, можете 4, как захотите. Да? Просто знаете, что кушает много пряжи. Но чем больше накидов и петелек, тем, естественно, будет эффектнее. Итак, провязываем, но не до конца.
У нас остаются 2 петельки на крючке. Теперь их вместе провязываем. Есть. Опять 2 воздушные петельки и возвращаемся к нашим столбикам. Помним, да? Который ближе к шишечке вот этой, обычный столбик. А крайний столбик, что первый, что последний, они у нас будут рельефными, лицевыми. Потому что еще бывают изнаночные. Вот, лицевые. Понятно? Вот такая красота должна у вас в итоге получаться. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такую красоту провязали. Как мы заканчиваем ряд? После последних наших веерочков, да, вот последних наших столбиков, мы делаем столбик с накидом обычный. Вот столбик без накида у нас был. Мы ныряем в него и провязываем обычный столбик с накидом. То есть точно так же, как мы начинали ряд. 3 петельки подъема. Это имитация была столбика. Что делаем дальше? Дальше опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь смотрите. Ныряем вот в эту вот арочку. Видите, между столбиком и между веерочком. Вот в эту арочку ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Понятно. 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот получается там, где наша шишечка, да, наша бубочка. Беремся за верхушку шишечки и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И вот там, где у нас между веерочками вот такая вот арочка, да, между столбиками рельефным, вот такая вот арочка. Ныряем в эту арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два, воздушная петелька и сюда же. Раз, два. Поняли, да? То есть мы, получается, сейчас с вами повторяем точь-в-точь первый ряд, но с небольшим смещением. Итак, далее после вот наших 4 столбиков, помните, да? 2 воздушные петельки шли, мы тоже делаем 2 воздушные петельки, дальше столбик без накида. Столбик без накида мы присоединяем к верхушке нашего пышного столбика, шишечки, бубочки. Опять 2 воздушные петельки, и вот в эту арочку между веерочками, да, там, где рельефные столбики соединялись, вот, мы ныряем и провязываем 2 столбика с накидом, воздушная петелька, и сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз, два. Все. И так далее до конца ряда. Поняли, да? То есть повторяем самый первый ряд. Ничего сложного. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, провязали практически до конца ряда. Так, вспоминаем, как мы провязываем, как провязывали в начале, также мы и будем провязывать непосредственно в окончании нашего ряда. Итак, вот наши, получается, столбики от веерочка, вот рельефный и, получается, последний кромочный столбик. Так вот, ныряем перед кромочным столбиком в эту арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. И вот тут, получается, у нас были 3 петельки подъема. В 3-ю петельку подъема ныряем и провязываем последний, ну, назовем его кромочным, да? Вязания крючком кромочных нету, но мы так назовем. Все, ряд наш закончился. Далее. Смотрите, что мы делаем. Теперь будем провязывать такой же ряд, который был с шишечками, с нашими с бубочками, только точно так же сместиться немножко в сторону. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. А теперь смотрите. Вот у нас получается самый крайний, да, столбик. И вот идут 2 столбика. Ныряем между первым и вторым столбиком. Вот таким вот образом. Вытягиваем ниточку. Раз, сюда же. 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до последней петельки, потом 2 петельки вместе. Есть. Идем дальше. Продолжаем, да, помните, у нас получается перед шишечкой и после шишечки было по 2 воздушные петельки. 2 воздушные петельки. Далее 2 столбика. После шишечки, да, мы вначале вяжем обычный столбик, а потом рельефный. Все, продолжаем точно так же. Обычный столбик с накидом, а затем рельефный. Вот таким вот образом. Вы не запутайтесь, потому что вы увидите, что на этой стороне у вас уже был рельефный лицевой. Понятно? Лицевой. Все, и провязывайте по 2 петельки. И сразу же перепрыгивайте к следующему веерочку. Вот, раз, два, три, 4 столбика. К первому. Первый рельефный лицевой столбик. Второй обычный столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Ныряем вот в эту арочку между вторым и третьим столбиком, арочка из воздушной петельки. Потянули ниточку. Раз, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5, накид 6.
Теперь все вместе провязали, 2 петельки вместе провязали, 2 воздушные петельки и опять наши последние столбики, да? Первый столбик мы вяжем обычным, второй рельефным. Итак, обычный столбик с накидом и заканчиваем рельефным. Сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку, по 2 петельки провязали. И так далее. Поняли, да? Сразу же к следующему веерочку перепрыгнули и начинаете провязывать следующий веерочек. Ну, понятно, да? Несложно. То есть вы делаете точно так же, как вы делали в ряду с шишечками, с бубочками. Все. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, вот, смотрите, провязали практически весь ряд. Как мы заканчиваем наш ряд? Смотрите, вот провязали как бы пол веерочка, да? Вначале рельефный столбик, потом обычный столбик, и у нас получается здесь кромочный столбик. Так вот, между вторым столбиком и кромочным ныряем и провязываем наш пышный столбик. Накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 2 петельки вместе провязали. Все. Вот наша шишечка готова. Далее делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же, в верхушку этого пышного столбика ныряем и провязываем столбик без накида. Повторяем самый первый ряд, он будет у нас прям идентичный, то есть без смещения. То есть сейчас у нас 2 воздушные петельки. 1, 2. И теперь вот в арочку между рельефными столбиками ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, воздушная петелька. И сюда же опять 2 столбика с накидом. 1 и 2. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И присоединяемся к верхушке вот шишечки и провязываем столбик без накида. То есть поняли, да? У вас по итогу получается повторяются 2 ряда. Вначале вы провязываете просто обычный веерочек, затем вы провязываете веерочек с шишечкой. Потом смещаетесь чуть-чуть. Обычный веерочек, веерочек с шишечкой. Потом опять смещаетесь чуть-чуть. Обычный веерочек, веерочек с шишечкой. Класс? Все. Я думаю, что несложно. Я думаю, вы уже самостоятельно справитесь. Давайте мы увеличим наш образец на несколько рядочков. Я точно увеличу, потому что мне хочется посмотреть, как будет меняться ниточка. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Ничего сложного. Я уверена, что вы уже справитесь. Вы большие молодцы. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какая получается красота. Так необычно. И вроде кажется плотненьким, да, а на самом деле, смотрите, какой он рельефный, воздушный такой. Видите, какой? И объемный. Класс, пузатенький такой. Получается, смотрите, это лицевая сторона, а изнаночку видно. На изнаночке получаются шишечки такими плоскими. То есть сразу видно, где лицевая, где изнаночная. В первую очередь, конечно, шарфик, снудик, палантинчик однозначно. А потом уже кофточка, кардиганчик, да? Интересно. Смотрите, шел получается, ну не сильно темный, да, такой зелененький. Очень интересный цвет. На камеру, мне кажется, передается чуть темнее. Далее светленький, потом уже пошел до беленького, а потом, получается, возвращается в таком же обратном зеркальном, да? Получается светло-зелененький, потом будет темно-зелененький, и вот совсем темно, потом темно-зеленый будет. Класс, шикарно. Ну, в принципе, переход я увидела, узорчик я увидела. Пряжу, конечно, я вам не то чтобы там посоветую, порекомендую, да? Скажу, ну классная, мягенькая. Тепленькая наверняка будет. Плюс ко всему это секционное крашение. Хорошо, что оно не такое не резкое, да? Оно такое постепенное. Если это будет палантинчик у вас пошире, да, то, естественно, полосочки будут поуже. И будет цвет меняться почаще. Но все равно, смотрите, какой постепенный, постепенный, спокойный, спокойный. Класс. Возьмите себе на заметочку. В новогодние праздники свяжите красивую, интересную вещицу. Давайте замерим. Итак, набирали, получается, мы с вами 41 воздушную петельку. Если, ну, допустим, это же пряжа, да, этот же крючок, например, там, это же плотность вязания. Ну, приблизительно, да, сколько это будет. Ну, вот оно, 20-21 сантиметров, потому что, видите, шишечки, да, выходят. То есть, если будет палантинчик, просто кромочный сделайте там по 3, по 5 столбиков можете сделать, и он, краешек у вас будет ровненький. Так, а тут, получается, у нас по 2 ряда, да, идет на как бы на наш вот, вот наш вертикальный раппорт узорчика. То есть по шишечкам будем считать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И начала я, получается, 15, закончила 16, 17. О, гляньте, он так быстро вяжется, 17 рядочков, смотрите, 16 сантиметров. И
Смотрите, хотела показать, что здесь, получается, как я заканчивала, да? То есть я провязала, приготовила как бы веерочки, а затем просто закрыла столбиками с накидом. При условии, что там, где веерочек, я провязываю каждый столбик и в арочку, а там, где просто воздушные по 2 петельки, я провязала по одному столбику. Потом столбик без накида, один столбик и опять воздушная. То есть по итогу, по количеству петелек, получается столбиков такое же количество, как и мы набирали в самом начале. Класс! Гляньте, какой интересный. Воздушный, мягкий. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, оставляйте свои комментарии. Подпишитесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда появятся новинки на канале. Под видео справа внизу находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее вам спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.